Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать зимнюю розу к Новому году. Почему зимнюю? Потому что она в блестках. А почему к Новому году? Потому что совсем скоро Новый год, и в нашей новогодней композиции хочется вставить что-то интересное. Поэтому я подумала, почему бы не сделать именно красную пышную розу с блесточками. Как раз я вам покажу, как правильно нанести блестки, чтобы не развалился ваш цветочек. Ну и тем самым таким способом вы можете делать разнообразные цветы и покрывать их не только блестками, но и белой краской. Для своей розы я использовала гофрированную бумагу производства Италии 180 грамм под номером 586. Камера передает ее как просто красный цвет, но на самом деле он более вишневый. Для самой розы нужно два размера лепестков. Это 3 на 5 см и 3,5 на 5,5 см. Хотя даже если делать лепестки одного размера, роза тоже получится. Начинаем с маленьких. Вырезаем форму капельки и растягиваем посередине. И больше делать нам ничего с этим лепестком не нужно. Таких лепестков я использовала для своей розы 18 штук. Хотите более пышную розу, добавляйте много лепестков, менее, намного меньше. Теперь сами большие лепестки тоже вырезаем в форму капельки. Ну и пока не забыла, вы часто спрашиваете меня, какие ножницы лучше для работы с бумагой. Вообще для меня бумагу можно резать любыми ножницами, даже канцелярскими. Но у меня есть вот такой набор Fiskars. Мне его подарил в этом году муж на 8 марта. Пользуюсь им с удовольствием. Ножницы шикарные, длинные, острые и очень удобные в руке. Ножницы продавались в наборе с секатором, поэтому не знаю, ли продаются они по отдельности, но этими ножницами я сейчас пользуюсь как с самой бумагой, так же и с фоамираном. И самое главное, не режьте никогда ножницами проволоки, потому что большинство своих ножниц я именно так и испортила. Теперь возвращаемся к лепестку. Подкручиваю ножницами верх лепестка. Можно это делать деревянной шпажкой или на карандаш, кто как любит подкручивать сам лепесток. И растягиваем. Растягиваем посередине и больше растягиваю даже снизу лепесток, чтобы у нас получилась красивая выгнутая форма. И сверху что я решила сделать? Я сделала вот такой, не знаю, складочку что ли. Ну, короче, зажала сверху, чтобы у нас получился такой интересный лепесток. Я думаю, так наша роза будет выглядеть еще более реалистично. Теперь сама проволока. Проволоку используйте любую, которая у вас есть дома. Можете использовать деревянные шпажки, можно использовать и зубочистки, если вы свою розу будете вставлять в маленькую композицию, и вам не нужна длинная ножка. Берем наши маленькие лепестки и начинаем приклеивать. На первый лепесток снизу хорошо наношу клей и все хорошенечко прижимаю, зажимаю, чтобы у нас получилась серединка. Снизу нашего лепестка я наношу капельку клея и приклеиваю. Приклеивать начинаю по кругу, постепенно накладывая один лепесток на второй, приблизительно до середины предыдущего лепестка. И так делаю по кругу. Смотрю, чтобы все мои лепестки были на одном уровне. Тогда ваша роза будет выглядеть красиво. И тем самым, когда мы наносим капельку клея только снизу лепестка, наша розочка всегда будет пышной. Поэтому обращайте на это внимание. И таким образом приклеиваем 18 лепестков. Также ссылку на саму схему этой розы я оставлю в описании под видео. И по итогу, как вы приклеите все 18 лепестков, обращайте внимание на то, что ваша серединка должна находиться в центре, нигде не сбоку. Приклеили, приклеиваем большие лепестки. Нам их понадобится для работы 7 штук.
Но, как я уже говорила, всегда в работе может или оказаться один лепесток лишний, или же нам придется добавить лепесток. Это ничего страшного, просто у всех у нас получается немножко по-разному, поэтому, если количество лепестков у вас чуть-чуть поменяется, ничего страшного. Приклеиваю точно так же 7 лепестков по кругу. Последний лепесток я подклеиваю под первый, закрывая круг. Сам чашелистик. Буду использовать бумагу номером 17А8. Беру кусочек бумаги 5 на 6 сантиметров и вырезаем сами чашелистики. Я их сделала 5 штук, но посередине у меня получился большеватый, поэтому я его разделила еще на 2 части. Ногтем немножечко растягиваю, чтобы они были более выпуклые, и будем приклеивать. Приклеиваем все очень аккуратно, срезаем лишнее и тейпируем. Тейпировать вы также можете как тейп-лентой, так же и самой бумагой. Я больше люблю это делать именно бумагой в цвет чашелистика, для того, чтобы у нас не было сильного различия между цветом. Листья я не делаю, мы почти в каждом видео делаем листья для наших розочек, поэтому вы можете посмотреть мои прошлые видео и сделать уже листья, если они вам необходимы. Сама роза готова, а теперь начинаем ее декорировать. Так как Новый год у меня ассоциируется в первую очередь это блестки, все такое блестящее, красивое, я решила добавить на свою розочку блестки почти в цвет моей розы. Вы можете использовать совершенно любые блестки. Даже если добавить сюда серебро или золото, будет тоже выглядеть красиво. Для того, чтобы приклеить наши блестки, понадобится самый обычный дешевый ПВА клей и губка, которой мы будем наносить клей. Берем на губку клей и не сильно вдавливая губкой наносим клей. Смотрите, чтобы ваша розочка не деформировалась. Лучше нанести клей в несколько слоев и приклеивать блестки постепенно, чем за один раз намочить всю розу, и наша роза может просто растянуться и развалиться. Так вот, нанесли клей, а теперь посыпаем все блестками. Обязательно подложите снизу лист бумаги, так как нам придется потом все лишнее стряхнуть, и эти блестки вы просто помещаете обратно в свою баночку и используйте их повторно. Вот уже после первого раза у меня видно, где находятся блестки. Я добавляю еще клей, наношу именно там, где мне не хватает их.
точно так же все присыпаю и стряхиваю. И на этом моя роза готова. Таким же способом вы можете подкрасить свою розу и любой белой гуашью или краской, но смотрите, что в ней было минимум воды и не толстый слой, иначе бумага очень сильно размякнет. Ну а если вам понравился мой вариант такой розы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Пока-пока!